Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами проведем ритуал под названием Сааида Мазерон, что в переводе с египетского наречия арабского языка означает «счастливая судьба» или «судьба по имени счастье». Так называли фортуну на Востоке. Сааида Мазерон. К ней обращались бедуины, к ней обращались арабские племена, другие арабские племена, поскольку бедуины – это жители пустыни. К ней обращались египтяне, шумеры. К ней обращались жители Аккады, Финикии. В разное время ипостась богини сменялась, но основная ее функция была счастливая судьба. Одарить человека удачей, везением, богатством, имуществом, достатком. Через некоторое время египтяне взяли для себя поклонение Сааиды Мазерон и наделили ее качествами фараона или царицы, или женщины фараона. Как видите, у нее на голове корона египетских царей. Так вот, когда мне из Армении Сурен прислал статую Восточной Фортуны, я уже объяснила, что это работа индийских мастеров из дерева самшит, священное дерево самшит. А поскольку на Востоке очень ценилось дерево, хотя там не было нехватки в камне, да, в таком твердом материале, но ценилось дерево, поскольку считалось, что дерево – это живой материал. И что дерево вбирает в себя силу, богатство, благополучие. И живое дерево, оно быстрее слышит и откликается, чем металл. Так вот, я решила вам подарить ритуал, который я создала на основе одного египетского, то есть древнеарабского четверостишья. В переводе означает «счастливая судьба, одари меня богатством и удачей». А вообще богиня счастливая судьба или богиня счастливой судьбы. Одари меня богатством и удачей. Вам достаточно провести один раз этот ритуал и в течение месяца просто подходить к ней и 7 раз читать это четверостишие. Понимаете, поскольку большинство моих ритуалов создано на основе древних текстов, древних песнопений, древних традиций, поэтому они и работают, поэтому они сильные. Потому что там часть древности, то есть вот этот момент просьбы, он составлен мной, но вот этот древний текст, который имеет тысячелетнюю силу, много тысяч лет, да, поскольку эти культы существовали очень долго. Естественно, оно пропитано этой силой. И поэтому, когда своими словами выражаете просьбу, а потом повторяете то, что веками повторяли перед их алтарями и храмом, естественно, этот ритуал получается в 100 раз сильнее. Итак, показываю алтарь. Вам нужно либо красный материал, либо золотистый, как бы показывая вот песчаные эти все просторы Востока. Ведь в основном ее культ был в Египте, а значит в Африке, на Арабском полуострове. А там близко еще пустыня Сахара, бедуины поклонялись ей. Естественно, что вы должны соответствовать вот тому, той обстановке, которую она привыкла видеть вокруг себя.
Нужно будет кофе посыпать, поставить ей. Через 3 дня можете высыпать. Но пускай 3 дня постоит, потому что аромат улетучивается. Как я вам уже говорила, силы духи питаются молекулами пищи, то есть ароматом. Возьмите сундук, положите туда украшения, золотые, серебряные, с камнями, драгоценные, полудрагоценные, какие у вас есть. Разноцветные эти ароматные свечи можно обычные свечи. Создайте обстановку такого восточного базара. Цветастости, пестроты. Кофе, естественно, и благовония. Благовоние, роза, жасмин, сандал, опиат. Вот это опиат. Еще называют черный опиум. Аромат очень приятный. Можно ваниль. Восточные запахи, в принципе, сладковатые. Вы знаете, да? Итак, читаем к ней просьбу, а потом в течение месяца достаточно подходить, 7 раз читать вот это четверостишье, взятое из древних текстов. И она целый месяц будет поддерживать вас финансово. Потом через месяц еще раз сделайте, укрепите результат. В принципе, конечно, если есть такая статуя фортуны, к ней можно обращаться и теми другими ритуалами, которые я вам дарила. Это не принципиально. Я просто специально для нее решила показать именно восточное обращение к восточной фортуне, которая называется Сааида Мазерон. Счастливая судьба или судьба по имени счастье. Это наречие египтян, поскольку египтяне, то есть арабы, они дети египтянки Агары и Авраама. Они дети Исмаила, старшего сына Авраама. Евреи дети, то есть идут от Исаака. Они, по сути, братья. Они все семиты, они братья. И то, что они воюют, потому что не могут разделить отцовское наследство. Вот в чем проблема. А так они единокровные. Если вы не знали, они родственные народы. Итак. Немного голос еще не восстановился, поэтому не обращайте внимания. Надеюсь, это тоже пройдет скоро. У меня связки такие, как что, сразу они становятся такими уже хриплыми. Восточная фортуна. О Сааида Мазерон. Восседаешь ты на троне. Я иду к тебе с поклоном, догоняя караван, что идет от разных стран, из разных стран. На поклон к тебе, богиня, о Сааида Мазерон. Из короны фараонов восседаешь ты на троне, на алмазной пирамиде. Солнце над твоей короной, прими меня в свою свиту. О Илаха Сааида Мазерон, Саалон, Каадирон але кульша, яржа менха серве. О восточная фортуна, о Сааида Мазерон, направь ко мне караваны, пусть минуют они страны и придут в мой дом. О Сааида Мазерон, собери со всех богатства и направь их ко мне в дом. О Иллаха Сааида Мазерон, Саалон, Каадирон але кульша, яржа менха серве. И прикажет, и укажет, слово свое она скажет. Светлоликая Сааида, и направит караваны, все окруженные богатством, к моему порогу, прямиком в мой дом. О Иллахи, Сааида Мазерон, Саалон, Каатарон, але кульша, яржа менха серве. Перевод дословный. О Илаха, богиня, Сааида Мазерон, счастливая, надели меня богатством и удачей. Достаточно
провести 1 раз в месяц, потом в течение месяца подходить и говорить 7 раз вот этот припев. Поскольку этот припев очень древний, он обладает огромной силой. Но поскольку вы должны понимать, что вы просите у нее, вы просите, естественно, на русском языке, то есть на том языке, на котором моя публика разговаривает. Направление к ней, просьба к ней на русском, а припев на древнем арабском языке. И сейчас вот этот арабский в основном египетский, то есть наречие египетское. Итак, проведите, и пусть Саида Мазерон одарит вас фартом и удачей, поскольку она есть счастливая судьба Востока. Всем удачи!